Привет, Арми! Прежде чем мы начнем говорить о том, что происходило на экране, прежде чем мы замедлим темп, проанализируем каждую секунду и покадрово перемотаем клипы, позвольте мне на мгновение перенести вас в другое место. Не на сцену, не в лучи прожектора, а в место, которое кажется знакомым, тихим и искренним. Репетиционный зал. Пространство, где ничто не предназначено для показа миру. Пространство, где движения не завершены, голоса не отфильтрованы и люди существуют до того, как появляются айдолы. Вчера вечером этот зал снова начал дышать. Не из-за объявления о камбэке, не из-за хореографии или намеренно работающих камер, а из-за чего-то гораздо более тонкого. Вибрация. Вспышка фотоаппарата, белый свет, отражающийся от зеркала, повседневная одежда, растрепанные формовые волосы, усталые лица, которые впервые за долгое время выглядели расслабленными. Слышался смех, непринужденная беседа, голоса бесцельно переплетались. Все казалось нормальным, почти незаметным. Почти. Пока медленно, без всякого объявления, без всякого сигнала, внимание не начало переключаться. Никто не обратил на это внимания. Никто не произнес ни слова. Но каким-то образом все это почувствовали. Тахён и Чонгук. Не было никаких грандиозных жестов, никаких преувеличенных реакций, никакого очевидного физического контакта, призванного привлечь внимание. Они не делали ничего особенного. Они просто существовали. И каким-то образом этого было достаточно, чтобы изменить всю атмосферу в комнате. Они стояли там, слушали, реагировали, отвечали, так как это делают люди, когда им очень комфортно друг с другом. Не наигранно, не намеренно, просто естественно. А затем, посреди оживленной беседы, что-то вырвалось. Не признание, не секрет, ничего драматичного. Просто предложение. Я хочу пойти есть суши. Просто. Прямо. Без приукрас. Без предисловия. Без объяснения. Просто честность. И ответ последовал так же тихо. Ты такой честный? Не дразнить, не флиртовать, не сарказм. Просто наблюдение, которое казалось личным. Затем последовала пауза. Едва заметная. Почти неслышная, но ощутимая. Пауза, которая казалась тяжелее слов, как будто предложение ускользнуло от камеры, мимо зрителей, мимо осознания того, что тобой наблюдает. Затем другой голос прервал момент. «Ах, Хён, где суши?» Любопытно, игриво, легко. В комнате последовали за ним. «А как же я? Купи и мне тоже. И мне тоже». Раздался смех. Напряжение спало. На первый взгляд ничего особенного. Просто друзья говорят о еде. Но послушайте ритм. На мгновение, короткое, мимолетное, темп замедлился. Взгляд, который камера не успела запечатлеть. Тишина, которая затянулась на секунду дольше, чем нужно. Как будто только двое человек продолжали двигаться с той же скоростью, в то время как остальные уже ушли. И затем мягко, почти небрежно появились слова. «Тогда пойдем есть суши?» Никакого волнения, никакого акцента, никакой драматизации. И все же энергия полностью изменилась. Потому что это не звучало как план. Это звучало как продолжение, как что-то уже понятное. И вдруг в комнате воцарилась тишина. Не неловко, неуклюже, уважительно. Никто не перебивал, никто не добавлял ничего в разговор. Никаких шуток, никаких шуток. Как будто все инстинктивно знали. Это не был тот момент, чтобы вмешиваться. Тэкук оставались на месте. Неизменными, постоянными. Мир вокруг них словно замер. И на секунду остались только два ритма. Идеально синхронизированные.
Речь шла не о свидании, речь шла не о ярлыках, речь шла не о том, чтобы что-то доказать. Речь шла о присутствии, о той связи, о которой не нужно говорить открыто, потому что она существует независимо от того, кто наблюдает. Вчера вечером эта энергия появилась снова. Не на сцене, не под прожектором, но в самом обычном месте, во время самого простого разговора. Ясно, спокойно, настоящее. И если вы тоже это почувствовали, вы не одиноки. Потому что правда редко проявляется, когда все отполировано. Она появляется, когда люди чувствуют себя в безопасности. Достаточно безопасно, чтобы молчать, достаточно безопасно, чтобы не быть настороже. Достаточно безопасно, чтобы просто существовать. Эта репетиционная комната — именно такое место. Пространство, где накапливается усталость, где формируются привычки, где грань между кумиром и человеком становится тонкой. И в таких местах энергия не лжет. Тэхён не создает там образ, Чунгук не играет роль. Нет сценария, нет подсказок, нет хореографии для эмоций. Только реакции. Слишком спонтанно, чтобы рассчитать, слишком естественно, чтобы сфабриковать. Вот почему разговор за суши ощущается по-другому. Не из-за самих слов, а из-за того, что их окружало. Паузы, время, то, как их внимание без усилий притягивалось друг к другу. Кто-то скажет: это нормально, это совпадение, это чрезмерная интерпретация. Но чувства не рождаются из теории, они рождаются из повторения, из паттернов, которые появляются снова и снова, даже когда никто их не ищет. И тэйкук всегда были такими. Не громкими, не броскими, не агрессивными. Просто постоянными. Есть причина, почему атмосфера меняется, когда они находятся в одной комнате. Почему другие инстинктивно отступают. Почему зрители чувствуют это одновременно, без обсуждения. Это не предположение. Это резонанс. Вчерашний вечер был не первым и не последним. Но каждый раз, когда это происходит, это кажется подлинным. Потому что то, что реально, никогда не требует доказательств. Оно просто существует. Поэтому, если вы смотрели прямую трансляцию и почувствовали, как что-то зашевелилось, не от слов, а от тишины между ними, вы не выдумали это. Вы почувствовали момент. Напоминание о том, что некоторые связи не исчезают, им не нужно подтверждение, им не нужно объяснение. Они просто продолжаются. Некоторые моменты не предназначены для анализа, их нужно прочувствовать. И вчера вечером репетиционный зал напомнил нам об этом. Тэхён и Чунгук не сказали ничего важного, они ничего не объявили, они ничего не подтвердили. И именно в этом и заключается сила. Потому что настоящая связь не требует подтверждения. Она живет в паузах, в общих взглядах, в простых знакомых фразах. Так цените этот момент. Не для того, чтобы спорить, не для того, чтобы использовать его как оружие, не для того, чтобы что-то доказать, а чтобы помнить, что честность все еще может существовать в мире полном камер. Если вы это почувствовали, этого достаточно. И прежде чем мы расстанемся, если вы остались до конца, вы уже поняли. Самые громкие моменты никогда не несут в себе самый глубокий смысл. Самые тихие. Лег, который быстро затихает, фразы, которые кажутся тривиальными, тишина, которую никто не спешит заполнить. Вот где живет настоящая история. Между мгновениями, между словами. Потому что иногда самые истинные связи говорят тише всего.